Сегодня вторник, у меня на сегодня назначена встреча с адвокатом, сейчас уже выезжаем, едем к суду, зданию суда, будем там встречаться с адвокатом. Надеюсь, что мы успеем, сейчас уже 15 минут 10-го. Вот, я думаю, что Дэнни сейчас быстро соберется, и мы поедем. Здравствуйте. Да. Привет. Здравствуйте. А я ее одела как-то. Дать очки мои солнечные? Шапки не жарко? Нет? Вот мне адвокат объяснил, куда ехать точно по телефону. Я надеюсь, нас довезут куда надо. Едем в старый район, а район называется Маншея. Я, кстати, вам его еще ни разу не показывала. А вот так, кстати, проходит препараты. Но это на самом деле неправильно по исламу. То есть там обычно приходит шейх, и он сидит, громко читает Коран в микрофон, и собираются люди. Но это на самом деле это абсолютно не имеет никакого отношения к исламу. Это нововведение, которое вот распространено очень в Египте. Когда человек умирает, они вот наподобие как наших поминок собирают, только там читают Коран, народ сидит как бы, женщины отдельно, мужчины отдельно. Сказала или нет, мы сейчас едем оформлять доверенность на адвоката для ведения всех дел. Потому что я, по-моему, в начале видео сказала, что мы едем, а какая причина, я не сказала. Так, думаю, что мы уже подъезжаем. Вот это здание суда здесь находится. Вот это место, оно называется Маншея. Его вы знаете вот по этой вот арке, расположенной вот со стороны моря. Вот, а здесь вот находится, после нее находится здание суда. Старые. Ну, вот там можно видеть, полиция стоит. Вот это здание, которое нам нужно.
Вот оно, вот это здание, как раз вот, где и проходят все дела. Сейчас будем звонить адвокату. Наверное, надо на ту сторону перейти, да? Вот это вот старая часть Александрии, старая часть. Я думаю, что многие, кто туристы сюда приезжали, конечно же, были в этой части. Старая часть. Вот с той стороны находится вот этот Кайт-Бэй, место называется Цитадель. Вот, много здесь различных рыбаков, которые ловят рыбу. Вот, и все это находится вот как раз напротив вот этого здания, нового здания. Адвокат говорит, что он будет через 5 минут по-египетски, как это. Когда я сиду. А вот там вот вдалеке находится вот как такое море, там как вот, как сказать, граница такая, я так понимаю. Граница через какую-то переплывает. То есть это как бухта такая, что ли, или как ее назвать. А, вот мы прошли дерево. Пойдем к дереву, тень встанет. Тень дерева. Вот, ну все, мы с ним созвонились, он уже здесь. Вот он там стоит. Мы сейчас в здании, все, взял документы адвоката и куда-то пошел. Мы стоим, его ждем. Да? Сейчас Дани пошел оплачивать 50 фунтов. Будем делать доверенность. Пока сидим. Всю доверенность сделали, все после нескольких часов. Вот, но самая главная вещь, то что смысл того, что у меня не сохранился первый самый орфи, который мы заключали с ним. Когда мы сейчас стали говорить именно по поводу развода, развод не могут делать без предоставления вот этого самого первого орфи. Либо мне нужно отыскивать этого самого первого адвоката, который нам вот делал основной брак, и у него выуживать эту бумагу. Я думаю, что она у него сохранилась. А Дэнни принес у нас вчера турник, ему подарили. Вот он его благополучно разместил при входе на кухню. Вот девчонки сейчас хотят показать. Аккуратно только. Ага. Маля, на турнике подтягивается. О, раз. Теперь и я. О, обезьяна. Обезьянка чи-чи-чи проглотила чи-чи-чи. Вот так вот. Еще раз у меня. Давай еще раз. И ты взяла, попробовала. Я... Галя, Давай. Галя, ты не хочешь покататься немножко? Я покатаюсь. Раз. Один готов. Давай и отодвигай стул. Как улы. Аккуратно, аккуратно. Ну, вообще очень хорошо, потому что это, во-первых, очень полезно для позвоночника. Особенно если вот кто занимается, да и никто не занимается. Вот вытягивать позвоночник очень полезно. Вот. Кстати, вот это моя давняя проблема, еще когда со времен тяжелой атлетики. И вот периодически такое ощущение, что спина проседает уже от возраста. Вот. И иногда нужно вот потянуть спину, а было негде. А вот теперь как бы у нас турник, и мы теперь будем вытягивать свой позвоночник. Ну и тренироваться, конечно. Всем привет еще раз. И я уже вернулась домой. Это сейчас мы уже после того, как повисели на турнике. Вот, хотела, просто вчера не было времени, потому что ездили туда-обратно, очень устали, провели время в этом, вот этот вот корт или вот это вот место, где делают доверенности. Очень долго, как бы не было возможности показать. Вот, сделала я доверенность на адвоката, у меня осталась копия, вот, у него остался оригинал. Вот, кстати, когда ты делаешь таукиль будет доверенность по-арабски. Когда ты делаешь доверенность, у тебя снимают отпечатки пальцев. Вот у меня, кстати, я просто уже мылась сегодня, мне уже сошло. Ты оставляешь в 4 раза отпечатки пальцев, когда делаешь доверенность на адвоката.
Вот, значит, сделали мы доверенность, вот, то есть он теперь будет заниматься этим вопросом, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Потому что настолько тяжело, когда ты не понимаешь, в какой ты ситуации находишься, и очень тяжело морально, а когда человек берет вот на себя вот эту всю как бы ответственность, и вот ты чувствуешь вот эту вот поддержку, конечно, это очень здорово, это очень подбадривает, и совсем другое настроение. Вот, значит, в субботу опять, вот сейчас он мне позвонил, он говорит, подъезжай ко мне в субботу и подвози все свои документы. Значит, я говорила уже, что в школу, вот, когда я ездила, мне не выдали копию свидетельства о рождении Эйна, но я вот адвоката сейчас спросила, как сделать, как что. Он говорит, не волнуйся, не переживай, я все сделаю. Я думаю, Господи, Боже мой, неужели кто-то с меня вот эту вот часть вот этой ответственности снимет? Я очень рада, очень довольна. Значит, я в субботу возьму с собой все копии документов и поеду. Самое главное, что человек очень порядочный, никаких денег вперед не просит, потому что он ездил с нами. В прошлый раз мы к нему приезжали на консультацию, потом он приезжал сюда в центр города с другого конца города. Вот вчера мы бегали с этой доверенностью, и он абсолютно, я ему сегодня написала сообщение, что как мы будем по поводу денег. Он говорит, я что-то тебе еще сделал, прежде чем ты мне должна, прежде чем для того, чтобы ты мне что-то платила. То есть сделали я что-то, чтобы ты мне заплатила. Я говорю, мы ездили вчера. Он говорит, нет, я еще пока ничего не делал, деньги мне никакие не нужны. Вот. Так что такая ситуация, такая бумажка. Вот ребята сейчас отдыхают, Малик сидит тут, он рисует, да? Да. Малик сидит, рисует в тишине, никто ее не дергает, да? Ты что рисуешь? Я рисую вот так. А? Я рисую вот так. А что рисуешь? У тебя небо, да? Да. Небо, что еще у тебя там? Там наверху синий. Наверху синее небо? Да, небо. Да. Но ты мочи побольше водичка, чтобы была, а то у нас суховатая. Ты водичку опускай. Ну, у меня как раз. А пальчики испачкались? Да. Ну, понятно. Ну, хорошо. Молодец. Я не могу уже это. Ну, ты намочи немножко. Она суховатая, ты ее намочи немножко, чтобы кисточка влажная была. Вот. И в синее опускай. Черный там. Черная, ну размажь немножко, ничего страшного. Ничего страшного, вот. Ну это что-то летит в небе такое черное. Да. Непонятный какой-то А! объект, правда? Как синий то же самое, другой. Если ты водички добавишь, он получится такой более сероватый, правда? Да. Такой темно-синий получится. Да. О, какая. Так а ты нарисуй что-то, деревце или что-то там. Ну, там нет браун, я не знаю, что. Нет, это что будет? У тебя домик, что ли, или что это? Нет. Или дерево? Дерево. Дерево? Он духает. Холодно. Такой ветерок дует из окна. Все, тогда Очень холодно. убираю документы Я зеленый. в папку.